Всем привет! Сегодня поговорим с вами о наблюдениях за температурой вариатора в городе. Вот сейчас будем запускать автомобиль. Сегодня ночью было очень холодно. Также будем запускать наш компьютер. Вот, показывает 19 градусов. Сейчас компьютер загрузится, подключим вот эту вот штуку. И начнем замеры с самого нуля, ну имеется в виду с самого старта. Проедем мы немного, поэтому думаю, у нас показания не будут какие-то критичные. Вот, тем более на машине, как вы видите, вот такая вот испарина. Ночью было холодно, город еще не нагрелся. Вечером, наверное, будет поинтереснее, поживее, потому что вечером я поеду уже по прогретому городу, обещают около 30. Это все будет по пробкам. Ну, в общем, будем наблюдать. Итак, пока запускал, настраивал диагностическую программу, машина отработала с момента запуска 9 минут. Вот искомая величина, температура ЦВТФ. В общем-то, все, можно ехать. То есть вот она у нас составляет 30 градусов. На улице у нас, вот, кстати, температура охлаждающей жидкости двигателя. Вот она, 73. Тоже ее оставлю на этом экране, чтобы у нас можно было наблюдать и ту, и эту величину в реальном времени. Итак, поехали. Итак, проехало что-то в районе километра. Вот такие у нас параметры. То есть температура вариатора у нас составляет 31 градус. Температура двигателя у нас, конечно, подросла. Вот такие параметры. Едем дальше. Итак, проехал еще, наверное, километр. Полтора. Вот такие вот у нас показания. То есть температура двигателя у нас 80 градусов. Температура вариатора подросла и стала 34 градуса. Не знаю, сфокусировался телефон или нет, но я на ходу, мне снимать не очень. Итак, проехал еще какое-то расстояние. Показания у нас вот такие. Температура ЦВТФ 36 градусов, температура охлаждающей жидкости 80-82. Термостат у меня стандартный, напоминаю. Но на бампере у нас имеется металлическая сетка, на радиаторах у нас накинута москитная сетка. Это очень важно понимать. Итак, я пойду схожу в магазин. Минут на 5-10 машину оставлю работающей. Придем посмотрим, какая у нас температура будет. И после этого, после того, как я приду, я еще покатаюсь по району на медленной скорости, по светофорам там и так далее. И понаблюдаем. Итак, вот отсутствовал я некоторое время, как я обещал, в магазине. Вот смотрим показания. То есть температура ЦВТФ поднялась до 46 градусов. Температура охлаждайки 86. Кондиционер не работает, напоминаю. Раннее утро, город холодный. Вот вы видите внизу экранчика 19 градусов тепла всего. Вот. И напоминаю, вот здесь в опциях самой программы написан рабочий диапазон температур вариатора. Это от 30, вернее, от минус 30 градусов до 140 градусов. Вот. На данный момент мы имеем 47 градусов. То есть это получается, что в состоянии простоя вариатор тоже греется. Но греется он, скорее всего, не за счет своего внутреннего трения, а как раз таки только за счет того, что у него имеется теплообменник, который встроен в корпус радиатора охлаждения двигателя. Вот я думаю, он берет с него температуру
И потихонечку сам подрастает. Едем дальше. Некоторое расстояние. Температура двигателя уменьшилась, вариатор увеличился. То есть обдув есть. Еще какое-то расстояние проехал. Вот наши показания. Температура охлаждающей 81, температура ЦВТФ 52. Сделал небольшой прохват. Не знаю, видно, не видно. По небольшому участку объездной дороги со скоростью 90 км в час ехал. Вот у нас, как видите, температура вариатора подросла до 54. Температура двигателя у нас по-прежнему держится как вкопанная. Едем дальше. Проехал еще некоторое небольшое расстояние. Вот наши показания. То есть температура охлаждающей жидкости 82. Температура вариатора 55. И что-то вот дальше она у меня никак не растет. Автомобиль постоял какое-то время. Температура вариатора выросла до 56. Температура охлаждающей жидкости 84. 50 минут мы катаемся, измеряем, сколько в километрах. Это надо будет мне отматывать видео и смотреть, сколько мы в итоге проехали. Но не думаю, что много. Наверное, до 10. Не знаю. Итак, все, утренний тест заканчивается. Будет вечерний тест. Будет сегодня у нас по прогнозам 28-30. Вечером будут пробочки. То есть все это обязательно мы тоже с вами посмотрим. Будет, я думаю, поинтереснее. Итак, вечер первого дня. Продолжаем наблюдение. Вот вы видите внизу температуру 32 градуса. Машина стояла на солнце. Не смотрите, что там написано 7 минут. На самом деле я уже доехал до дома. 7 минут это потому, что я глушил машину. Заводил ее заново. Короче, это повторялось раза 4, потому что вот эта вот штука, ну вернее, вот эта вот штука, блин, она не хотела соединяться со шнурком. Пришлось перезапускать. Я всю дорогу промучился. Почему я и снимаю уже у дома. Итак, результаты. Температура, значит, вариатора 58 градусов. Температура охлаждающей жидкости двигателя 82 градуса. Вот, да, 58 и 82. То есть даже при экстремальной температуре в 32 градуса, ну, для многих широт, конечно, она и не экстремальная, вот, но для Урала вполне себе. Вот, я доехал по пробкам вечером, примерно то же расстояние, даже, наверное, чуть поменьше, чем утром, потому что утром я еще там накатывал специально. Вот, температуры у нас, в общем-то, стоят как вкопанные. 82 и 58. Все, продолжим наблюдение в другие дни. И чтобы видео не было муторным, вот таким подробным, как сегодня утром в первый день, я буду стараться снимать там, ну, либо один раз, либо 2 раза за поездку. То есть, чтобы вы понимали, вот показания там в начале, в середине поездки, и вот в конце итога. Все. Так подробно углубляться не буду. Я думаю, и так вам порядок цифр понятен. Итак, утро второго дня. Как вы видите, машина запущена 4 минуты 19 градусов. Вот эта штука у нас соединилась с машиной сегодня на ура. Температура коробки 29 градусов. Температура охлаждающей жидкости 60. Все, поехали. Итак, вот середина пути. Показатели у нас такие: 34 градуса коробочка и 76 двигатель. Итак, все, приехал. 19, получается, минут у нас машина въехала. Температура коробки 38. Температура двигателя 81. Все, сегодня опять обещают жару. Вечером будет намного жарче. Посмотрим, как вечером доедем. Так, у нас вечер второго тестового дня. Температура аж 33 градуса.
автомобиль запущен 3 минуты. И показания у нас вот такие. Вариатор 36, охлаждающая жидкость 66. Все, поехали, буду по ходу показывать. Сейчас мы, наверное, встанем в пробку. Итак, вот мы добрались до пробки. Довольно длинная. Вот температура в начале пробки. Вариатор 43, двигатель 81. Вот. И тут у нас бензинчик нарисовался. Ну, тем не менее, покажу температуру в конце пробки. Так, пробку практически достояли. Показать. 17 минут, 33 градуса, все прежде. Так, короче, температура вариатора 58 градусов, температура охлаждающей жидкости 83 градуса. Да, 58-83. Так, сюда ехали до дома 28 минут, 33 градуса по-прежнему. Так, температура коробки 66, температура двигателя 83. Под набегающим воздухом, если выехать из пробки, прокатиться, температура двигателя падает до 81. Температура вариатора не падает. Итак, наступило утро третьего дня. Машина заведена 3 минуты, 18 градусов на улице, обещали 26. Температура вариатора 24. Температура охлаждающей жидкости двигателя 54. Итак, поехали. Сегодня поездки у нас будут более продолжительные. Пробки по городу, в горку, с горки и так далее. Будем все показывать. Приехали в первую точку. Температура двигателя 73. Температура коробки 28. Выдвигаемся в точку Б. Температура на улице 21 градус. Температура вариатора 32 градуса. Температура охлаждающей жидкости 64. Итак, заехали на заправку, сбросили километраж, 17 минут машина работает. Температура вариатора 44, температура двигателя 82. Доехали до второй точки, вот 42 минуты, 21 градус. Температура вариатора 59, температура охлаждайки 82. Итак, после небольшой поездки, неучтенной поездки, там уже измерять посчитал бессмысленно, небольшого простоя, у нас показывает температура 64 и 82. То есть сейчас поедем как раз по затяжным подъемам и так далее. То есть сейчас самый интересный отрезок будет. Проехали большой подъем. Температура вариатора 70 ровно. Температура двигателя 82. На подъеме не поднялась ни на градус.